Эй, приветствую на канале Алекс Титанов. С вами на связи старый пират, одноименный, он же Алекс Титанов. Короче, бред какой-то. Ничего не придумал умнее. В общем, сегодня у нас февраль. На секундочку. И температура -1. Я одел куртку, которую которую недавно только купил, и я с ней еще в такие температуры не ездил. В общем, хочу испробовать -1, как вот она будет вести себя ниже нуля чуть-чуть. Но пока что чувствую себя прекрасно, но я только вышел из дома. Вот, и сегодня хочу поехать. Еще сегодня не в контактах буду ездить, а в обычных своих ботинках, купленных за 25 евро в Альди. Вот этих. И 3 парах носков. 2 теплых пары и одни нормальные. Ездил на своем гревеле последние 2 дня, и проблема в том, что я замерзаю в пальцы ног просто катастрофически в новых велоботинках, которые стоят почти 100 евро. Все в них супер, все ништяк, не промокают, все дела, но пальцы ног, я катастрофически в них замерз вчера, проехал буквально 40 километров. В общем, это никуда не годится для зимних ботинок, которые стоят недешево. В общем, сегодня протестирую обычные ботинки. К слову, об обычных ботинках, поеду в них еще и потому что хочу поехать на своем хардтейле. Просто вообще посмотреть, как оно. Потому что я на нем не ездил уже месяца 3-4, уже сбился со счета, только на гревеле сейчас катаю последнее время. Хочу потестить, какая будет скорость, какие ощущения, как вообще на нем было тяжело и легко раньше. В общем, хочу их между собой посравнивать. Посравнивать, хорошее слово, да? Выставил сиденье, высоту и там. К слову сказать, она у меня просто идеальная. Я ее вымерил от длины моих ног. Сначала ноги свои перемерил, там внес некие маленькие коррективы. В прошлый раз я их не совсем точно померил. И потом эту длину ног умножил на 0,885. Это получилось размер от седла до середины шатуна. И есть еще один коэффициент, это размер ног умножить на 1,08. И тогда получится от седла, от его края, до конца шатуна, до педали, вот до сюда. Тоже один в один вот это расстояние соответствует вот этому расстоянию. На гревеле было выставлено уже просто идеально. Как, собственно говоря, я был только что очень удивлен. На хардтейле, на радоне тоже расстояние прямо идеально, прямо до миллиметра. Такое самое, как и здесь. Удивлен. Все, друзья, погнали. Будем тестировать старенький велосипед заново, тестировать новенькую куртку, старенькие ботинки, ну и в целом наслаждаться, кататься и радоваться жизни. Погнали. Сейчас подкачаем заднее колесо и погоним. Кстати, я помыл на хардтейле всю трансмиссию, вылезал просто, помыл цепь и проваксовал ее проваксовал. Я еще ни разу не ездил на нем и на ваксованной цепи. Вот так здесь выглядит ваксованная цепь. Она такая, держится нормально. И там у меня еще в бутылке в бензине отмокают еще 3 цепи от хардтейла, которые тоже я собираюсь проваксовать. К слову о насосах, о накачивании и о насосах. Поломался у меня насос, и я заказал на тему новый насос. Посмотрим, как он себя будет вести. Тема, конечно, прикольная штука, что все по 3 копейки. Удивительным образом. И я заказал ножной насос. Такой подумал, а чего мне не накачивать ногой? Такой с 2 поршнями. И стоил там просто, не знаю, я не помню точно, что-то до десятки. Там 7 евро, 8 евро, 9. Что-то какие-то. Потому что у меня остался один вот этот. И он больше спускает, чем накачивает. Вот это прямо ощущение. Во-первых, руль
охренеть широкие. Кажется, прямо нифига себе, как на этом ехать. Во-вторых, все мягче, какой-то ход легче, мягче, все мягче. Блин. На маунтбайке, конечно, макс шпас. Блин, тема. Я за ним соскучился. Смотрите, аист. Или кто это? Цапля какая-то. Офигеть. Интересное ощущение. Эх, еду, хорошо. Единственное, что на этом велосипеде абсолютно дурацкая сидушка. Она как-то натирает, хотя она мягче, чем на гревеле, но она никуда не годится. Что еще? Ну и да, на нем удобнее, но медленнее, скажем вот так. Какой-то накат у него вот лучше. Ты вот крутанул, и он катит. А на гревеле надо постоянно подгребать, крутить. Интересная тема вообще с контактами. Я вчера целое исследование смотрел по YouTube. Там прямо целая конференция с какими-то умными велосипедными чуваками, которые там на графиках, диаграммах показывали, как надо правильно ездить с контактами. Не досмотрел еще вчера это видео до конца. Оно часа полтора идет. В общем, на этом крокодиле сложнее ехать, я вам скажу. Ветер легкий, встречный. И так уже, да, под чуть-чуть сложнее, но комфортнее. Нажал на паузу книгу в наушниках, потому что когда болтаешь и слушаешь, ты ничего не слышишь, и вся книга идет мимо, поэтому поболтаю и потом буду слушать. По вчерашнему видео, которое с контактами я смотрел, и половину я просмотрел, пока что я понял, что надо правильно выставить высоту сиденья. С этим прямо я вот уже справился, уже по двум параметрам выставил. И второе, в контактах надо на педали не давить, а крутить, вкручивать. То есть важная роль играет в подтягивании педалей наверх. Чего я вообще не делаю. Я вообще, это понять даже сложно, не то что сделать. Типа, надо не давить на педали, а крутить педали, блядь. А как их крутить, если не давить сначала на них? В общем, надо крутить. Блин, вот и пойди пойми, что они имеют в виду. Нет, я-то понимаю, но как это воплотить в жизнь, я не знаю. Я пробовал их тянуть, но так как ты второй ногой в это время давишь, вот так вот, чтобы почувствовать, что ты сейчас именно тянешь другой ногой, соответственно, вообще не чувствую я. То есть ты как бы надавил, но не надавил, опустил педаль вниз, внизу, типа как ты в какашку когда влез ботинками, и ты вот как эту какашку об траву или об асфальт оттираешь, вот таким движением надо педаль протянуть дальше, потом как бы назад протянуть вот таким движением, и уже потом тянуть контактом педаль вверх. Вот такое круговое движение. Ни в коем случае не давить, а крутить. Понимаете, как хотите. Ну, буду экспериментировать. Единственное, что я заметил, что у меня начала подклинивать поясница. Вот так как уже говорил в прошлом видео, длина ног точно разная. И еще и искривленный позвоночник, точно знаю. Делали рентген, мне врачи показывали. Соответственно, ни о каком
симметричном закреплении к педалям не может идти и речи. Единственное, чем можно поиграться, это шипами на ботинках, на велообуви. Ставить их под разными углами, дальше, ближе. Пока что я их выставил посередине. Да, досмотрю это обучающее видео, это там целый семинар, офигеть, со светилами велоспорта и велоиндустрии. Как правильно ездить в контактах, в контактной обуви, с контактными педалями. Пока что выставил правильно высоту сидения, шипы выставил на обуви посерединке, параллельно, посерединке, симметрично. Буду как-то еще дальше выяснять. Да, к слову, и спина после покатух вот с левой стороны подклинивает. Ничего такого, никаких там болезненных ощущений. Вот я просто чувствую, что влево цак и подклинивает что-то там после покатух. А было еще такое, что на работе меня просто схватило раз спина, чего вообще не бывает. И я даже никак это не связал с ездой на велосипеде. А сейчас понимаю, что это вполне могли быть последствия езды в контактах. Ну, в общем, есть еще с чем играться, и экспериментировать, настраивать и т.д. и т.п. Сегодня прямо относительно солнечная погода. Даже вот это очень классно и хорошо. У меня такая ироничная мысль такая, что для меня нет. На что я буду жаловаться и ворчать? Я уже привык, что на каждой велопокатухе ты начинаешь покатуху с ворчания на погоду. Такой, вот, постоянно ветер, постоянно дождь, солнца нет. Тут раз и солнце вышло, такой, блин, а как же ворчание мое традиционное, вступительно традиционное? Так не пойдет. Верните мне дождь и ветер, пожалуйста. Блин, с таким рулем еще вот сюда вот вписаться надо, офигеть, уже непривычно. Два слова еще по одежде и шуем. Привет, собачка. Третий день я уже здесь езжу. Когда выпили здесь две. Перестаньте кидаться. По обуви и одежде куртка держит. Вот прямо, не знаю, как она делает. Она на вид тоненькая. Но мне не холодно. И не потею я практически. Удивительно. То есть до нуля можно в ней, наверное, сейчас уже 0. Утром было -1. Вообще смело ездить. Штаны, я уже говорил, держат вообще превосходно. Одна пара, больше не надо. Ничего под низ одевать. Ботинки обычные за 25 евро. Явно теплее, чем велоботинки. Правда, я одел сегодня 3 носка, 2 из которых теплых. Но что-то мне подсказывает, что они теплее. Они, во-первых, носок сам ботинка не такой жесткий, не какой-то вот пластиковый, железный там вот впереди, не знаю, зачем они это сделали, который просто заледеневает во время езды. А здесь такой какой-то материал, вот, и он особо сам по себе, этот материал, не очень сдубевает, получается. Ну это вот как поставить железную заслонку перед пальцами, а на ветер, дождь не будет пропускать, вообще супер-пупер. Но, блядь, она сама по себе становится невыносимо холодной. Надо как-то тоже это было производителям понимать, что надо как-то, если вы уже поставили там железяку, я образно говоря, какой-то кусок пластика, вот потрудитесь это как-то кусочком меха обклеить. Ну, ладно, я все равно найду тему поворчать, хоть и солнце есть. Ну, я не то чтобы ворчать, я просто тестирую, просто у остальных это выглядит, блогеров, вело, как тестирование, типа плюсы и минусы, а у меня просто как ворчание. Такая вот особенность моего YouTube канала. Бог ты мой, какое солнце! Удивительно непривычно. А мы только вчера витамин D купили. Эти витамины в
в дрожже, в таблетках витамин D. Перед этим начали витамин B12 пить. И Руся тут решила, что нам не помешает. А я такой, ну раз пошла такая жара, то давай тогда витамин D пить. Вот точно с нашим отсутствием солнца не помешает пить. И вот, пожалуйста, вышло солнце. Сейчас будет передозировка у меня. Поздравляю. Какие там симптомы передозировки витамина D? Слишком радостный и слишком жизнерадостный. Заберите его в психушку, он слишком жизнерадостный. Это что за нафиг у нас здесь серая мгла беспросветная, а он здесь радуется, на велосипеде своем ездит. Халё. Так, все, оденьте его в белые халаты и в психушку закройте. Это что, ворон столько налетело? Халё. Что случилось? Видите, с той стороны они вот тут-тут-то. С этой халё. А ну-ка, разлетаемся, воронье. Что за сходняк? Не понял. Несанкционированный. Так-то солнечная погода. Тут должны быть какие-то лебеди, чайки, как минимум, максимум. В такую солнечную, прекрасную погоду. Но не вот эти вот черные ваши вороны, которые вы здесь вот пособирались. Не надо мне. Все, я против. О, лошади. Тут в каждом дворе лошади. Боря такой колоритный петух сидел. И у меня была выключена камера. Я хочу сейчас потихоньку подъехать, не спугнуть. И заснять его, и потом сделать, нарезать фотографии. Прямо красавчик такой, прямо на заборе. Вон еще сидит. И мне сейчас надо подъехать. Спугнул. Ближе никак. Сейчас будет самый красивый вид окрестностей нашей. Об этом я уже говорил раз 1500. Ну так как сегодня солнце, я не могу не включить на этом спуске камеру. Красота! Вот если сравнить хардтейл этот и с гревелом, гревел это какой-то спортивный, вот ты ощущаешь как полноценную тренировку на нем. То есть ты чувствуешь фактически все мышцы. Косые мышцы живота, пресса, ног, разные прямо мышцы. И ты отъездил, вот проехал там 50 километров. И ты прямо вот чувствуешь, как будто ты провел полноценную какую-то тренировку, легкоатлетическую, скажем так. А на маунтинбайке ты вот как будто отдыхаешь. Ты едешь такой, контактов нету, ноги ставишь как хочешь. Быстро тоже не едешь. Так себе на изи. Руки, широкий хват. Соответственно, посадка тоже такая высокая. Не вот это вот согнувшись, как на гревеле. Не скажу, что мне прямо на гревеле дискомфортно в этой посадке. Не знаю, что-то слышно, нет, ветер задувает. Но когда расстояние, вот я заметил, 50 километров, вот 30-40 вообще на изи, не чувствую ничего. Ну, кроме там всех мышц тела. А вот уже к полтиннику и дальше уже начинают затекать плечи, трапеция, шея особенно. А так как я гипертоник с недавних пор, то мне вот эти затекания шеи запускают повышенное давление. Я уже чувствую вот от полтинника, у меня уже начинает из-за того, что шея там сейчас пережалась кровь, еще хуже стало заходить в эти мозги немногие. Я чувствую, что по чуть-чуть начинает повышаться давление. Как я его чувствую? Я чувствую, что голова. Я начинаю чувствовать голову. Она не болит, но такое типа состояние. Все из-за того, что вот низкая посадка, а голова поднята вверх, ну что, видеть дорогу.
Сиденье у меня выставлено идеально. Тут уже трогать вообще ничего нельзя. Ну, может, еще на полсантиметра ниже. Но лучше не надо. Пока. Посмотрим. Может, на большие расстояния. Вот. И перекрывается доступ крови к мозгу. И сердце начинает еще сильнее эту кровь насосом давление создавать, чтобы доставить ее везде, по всему телу. А так как голова неестественно в поднятом состоянии находится, и есть возрастные эти изменения в этих шейных позвонках, пережимаются эти артерии, и, соответственно, повышается давление. В общем, чтобы протолкнуть эту кровь. Долгая история, она вам ни к чему. Вот эта езда на гревеле моем новом, вот она непростая. Сам велосипед такой, вот, с ним прямо надо было подружиться. Езда как сродни полноценным тренировкам. И другое дело вот на картеле. И сел себе, руки расставил широко, едешь и наслаждаешься. Вот, блин. Ну как-то буду менять их, я не знаю. Тоже от гревела отказываться не хочу, и от контактов отказываться не хочу. Ну как-то буду по настроению, по погоде. Наверное, в хорошую погоду лучше ездить на маунтбайке. Вот так вот не спеша наслаждаться. А в плохую на том или наоборот даже, чтобы на том какую-то скорость показать. Не знаю. Ну, в любом случае их надо менять. Велораспаковка сегодня. Не ездить всегда на одном. Велокуртка от фирмы, не помню какой, потому что я их заказал несколько курток на зиму. И пришла сегодня одна из заказанных курток. Так хорошо, аккуратно стараться открыть, если это возможно. Потому что, скорее всего, я отправлю обратно. Вот, наконец-то, может быть, разживусь. Хотел аккуратно. Нормальной зимней курткой. Вот еще гудшайн на 5 евро получил. Так, интересно, что от кого именно эта куртка, и почитать ее. Так, вижу, что она уже гигантская. Я XL позаказывал. Вот так выглядит прикольно. Там великовато. Рядок нормально. Тютелька в тютельку. Серьезно? Нет, что-то великовато. Такие вкусные куртки. Я перешел на размер XL. Ну, так неплохо, слушай, прямо. Ну, длинноватая для велосипеда. Честно говоря, обычно велосипед спереди покороче должно быть. Вот такая вот, друзья, куртка. И, наверное, надо пару слов про ней сказать. Сейчас я прочитаю в интернете еще про эту куртку и скажу вам. Тут же главное важны технические данные этой куртки, понимаешь? Насколько она водоустойчивая и Atmos актив. А она, по-моему, Atmos актив. То есть она в одну сторону пропускает влагу, а в другую выпускает. В одну сторону не пускает, а в другую изнутри выпускает, потому что ты потеешь. Ну, прикольно, длинновато, вот неудобно на велосипеде. Все, это была распаковка велокуртки зимней. Распаковка. Сегодня у нас велораспаковка вещей, которые я заказал на Амазоне. Зимние вещи. Я заказывал я зимних вещей. Куртки, штаны, все зимнее, все теплое должно быть, по идее. Итак, что у нас, что мы делаем? Хо-хо-хо, посмотри на эту курточку, зимнюю она просто. Зимняя куртка, знаешь, сколько она стоит, Китя? Она стоит целое состояние. Офигеть, это типа новомодная ткань, которая в одну сторону пропускает, в другую не пропускает.
Ну вот как в этом может быть тепло? Да ладно. Они серьезно? Вот это гора, знаешь, вот эта куртка типа. Написано, что зимой в ней есть. Она. Я думал, она еще и шелестит. Прокладочная бумага. Да ладно, это просто курточка. Это просто дождевик. Еще и Excel, который еще. Хотя не совсем на меня. Так, ну это я точно отправляю назад. Может, такого формата есть. Прикольно, конечно, такое в чем-то легеньком ездить. Но я что-то теплое, я все понимаю, что оно не пропускает типа воздух, ветер. Но в этом не будет холодно, не будет жарко, не будет тепло. То есть прикольно, конечно, ткань такая интересная. Но ёбы, сколько она стоила? Сейчас я вам еще на компьютере покажу, сколько это все стоило. Она стоила, чтобы не совать, 150 евро, что типа того. Офигеть. Прикольно, можно снизу тоже можно сделать. Зимняя куртка, она продается реально как зимняя. Что вы думаете? Вот не зимняя. Я себе по-другому представлял. 50. И 2 пары штанов. Ну, штаны выглядят теплые. А если я понимаю размер, такой что мне как раз и надо. Ничего такого не было. Это очень крутяк. Сейчас проверим. А лучше бы я не толстую жопу полез. Заказал Excel. Сейчас. Так, ну штаны, конечно, прикольные. Мне нравятся. Прямо такие вообще. Пошив интересные. Мои толстые сраки сидят нормально. В толстом пузе. Потому что езжу в каких-то шароварах непонятных все время на велосипеде. Вот эти я оставлю себе. Сейчас скажу, сколько они стоили. Прямо мне нравится. Прямо вставки разные. Такие теплые. С какой-то подкладкой. Вообще вот такие штуки. Вот эти вторые брюки, штаны вообще супер сидят прямо как влитые. То есть, если к тем у меня есть какие-то вопросы, там, мотня где-то так непонятно где, тут что-то в бедрах что-то тянет, как-то слегка не тянет, как-то непонятно. А эти прямо сидят идеально. И те вот на жопе как-то, вот, знаешь, не плотно. На талии как-то не плотно, а эти прямо плотно, такая резинка прямо плотно облегает. В общем, мне эти вообще очень нравятся. Я вот сейчас тебе еще раз проверю, думаю, отправлять обратно или нет. А эти прямо еще тут такие стоят, видишь, специальная тема велосипедная, чтобы уже делать. Блин, что надо прямо доволен. Прям четко. Велораспаковка! Погнали! Сегодня ко мне пришла посылка с велозахами, а именно с велокурткой, маунтенбайк курткой и велошуями, велоботинками, велозимними ботинками, что немаловажно. Это только ботинки, куртки еще нету, облом. А разве я куртку не раньше заказал? Алло. Так, это, короче, ботинки не те, что в прошлый раз. Подороже, потому что тех не было 45-го размера. Но я так понимаю, вся разница с теми в том, что они здесь серебристые, подошва у них немножко другая.
Не знаю, вот это лучше, хуже. И зашнуровываются они не так, как там, а вот таким вот механическим способом. Никогда не было такой, как это работает вообще. Вот здесь, видимо, вот эту пилку надо нажать какую-то. Я же село, не знаю. 45 размер. Модель другая, надеюсь, подойдут, потому что в прошлый был 46-й, были большеватые. И там была другая модель. Я не удивлюсь, что у них еще по-разному, разные модели разной длины, так сказать. Ну, погнали мерить. Вот так выглядят швы на ногах. Ну, довольно-таки все это дело интересно. Потому что непривычно и непонятно. Во-первых, они вот здесь вот носки, они прям жесткие, такие как будто, знаете, спецобувь рабочая, а здесь вот защита впереди железная, так и здесь вот просто железо, и палец упирается как бы вверх. Ну, по длине еще достаточно места, но как будто вверх я чувствую на правом пальце, а левом ничего не чувствую. Ну и большой вопрос у меня к вот этим вот липучкам. Есть у меня по этому поводу некоторые сомнения. Пообщаемся. Потому что нога у меня нестандартная, широкая, толстая, мне кажется. И чтобы это все натянуть, это, конечно, надо прилагать усилия. И я не знаю, насколько это будет все держаться вообще со временем. То есть вот этот вот тонкий слой липучки. Вот здесь прямо буквально, если его сильно не натянуть, то он едва держится, получается. Блин, не знаю. Так-то они прикольные, они интересные в них. Вот даже сейчас мне не жарко сразу. Те предыдущие я одевал, они просто теплые, и в них сразу жарко. А этих не жарко, и на улице не будет холодно, потому что они дышащие этот материал Gore-Tex. Пообщаемся сегодня. В общем, не знаю. Надо переспать с ними. Оставлять или нет, не знаю. Давай обниматься.
Ну, вы уже напозировали. Распаковка! Только собрался выезжать, как пришла посылка. В смысле, выезжать на велосипеде. Пришла посылка с новыми шуями, с новыми зимними ботинками. Это уже моя какая? 3-я попытка обзавестись зимними велоботинками. 2 пары я уже отправил обратно, все как-то мимо. Так, это велокрепление для контактов. Вы чудесные, чудесные. Ботинок, Да? контактных педалей. Вот они, друзья. Вот эти красавчики. Сейчас померяем. Я сейчас прямо в них не жмут, не давят. Поеду кататься. Вот они. Та-да, та-та-да. Ну что, замеряем? На. Выглядит офигенно. Просто бомба. Все, поехал я. Снимал я вас от души. Шимановские. Не помню их аббревиатуру. Все, сейчас пока. Будет интересно, спрашивать, я расскажу. Я уже 3 носка одел. 1 обычный и 2 теплых сверху, чтобы кататься. А у меня вон, сейчас может быть поеду в нормальных зимних велоботинках. Одеваю. Итак, установил шипы на оба, которые я отдельно также заказал за 9 с чем-то евро. Одел одни тонкие носки, хочу испытать их прямо вот вообще без толстых носков, как они будут держать тепло в одних тоненьких, самых обычных носках. Все, пока. Наснимал я уже вас от души. Нет, это спокойно, спокойно. Тут чайку у вас хлебну и поеду дальше, если я не против. Вот. Самые обычные, простые, протертые с дырками. Он даже холодный. Я его намутил еще позавчера. Первую покатушку и забыл его взять с собой, так он 2 дня шупан простоял. Капуста. Представляете? Одни штаны. Что вы по этому поводу думаете? 3 штаны. Ну, я к тому, что холодный чай так себе удовольствие. Согласитесь. Лошади заинтересовались моим велосипедом. Вам не кажется? Ноги у меня, конечно. Что вы скажете по поводу моего велосипеда? Липучка Как вы находите? Хардтейл лучше или грейвел? Блин, вот на хардтейле больше удовольствия, вот я вам скажу. Подъем у меня здесь Не знаю, сколько лошадиных сил. крутоватый. Ну, в принципе, удобнее. липучка села нормально. Че? Ну все, погнали Думаете, испытывать. нет? Грейвел быстрее. Дело распаковка. Хочется Погнали. распаковки. Сегодня мне пришла вот такая Все, посылка. ладно, я поехал. Вы веселые ребята, но Как это называется, доехать где у меня. пил Old еще Flat, или как он дел называется? миллион. Фирма, Мы завтра на работу, типа если цена, что, вам тут еще чилить. Чё, я вам желаю хорошо отдохнуть, Ты наверняка знаешь. а мне завтра. О, Сейчас скажу там идея. люди, Там должна быть бумага. люди, это я сам с собой разговариваю, представляете? Получилась Чего следующая дошли, история. About На you. то. Вот тут я Все, купил. пока. Ну, заказал Пока, я пока. на рейкинг вообще, кстати, на Кларне. Красная, мне нравилась красная, но я не был в ней уверен. А потом мне понравилась черно-серая клеточка.
В черно-серых не было XL. Я заказал L, а потом зашел на красные, а в красных Прикольно нет L, а получилось. есть XL. Да, Короче, пока. теперь мы имеем одну XL, На одну обратном пути L. еще заеду. Как бы мне нравится и тот цвет. И как раз я оставлю, соответственно, люди подошли проблему незаветно, выбора я их произойдет не легче, потому что я испугался. оставлю ту, которая Меня размер больше как значок, подойдет. да. Если вообще мне подойдет и понравится, нет правда. не разговаривай. Так, это Прикольно. Кстати, эта фирма вот эта классная, Вальди. Валиде или Фалде. Норвежская фирма спортивных вещей. Так, меряем Эльку. Нет, лучше XL. Хотя мне серая нравилась. Ну хотя вот рукава мои, все мое, ну как-то очень. Вот, видишь? Ну блин. Крутая. Реально круто. Что скажешь? А? Маленькая? Вот эта фирма вообще крутая. Ауди. Помнишь, когда Реген Якин искали там в магазине, они там по 500 евро? Вот это эта фирма. И жарко, например, не жарко стало. И эти куртки, они везде около 80 евро. Я в чек фирмы их нет, идеально пробил, сравнил. И на About You это по 70. Прям самая дешевая цена у них. И я давно вообще смотрю на эту куртку. И я такой, блин, сейчас пришла такая пьянка. Надо взять. Ну это получше сидит. Ну, буду, значит, красный. Хотя мне тут там тоже нравится. Большая елка! Привет! Ты знаешь, такой тебя вариант я развернулся. полуспортивный. Хватит на сегодня. Поеду я домой. Где-то будет 40 с чем-то километров. Я так думаю, наверное, 45. И самое удивительное, мне вообще не холодно в ноги. Хотя сегодня холоднее, чем вчера. Да, я на один теплый носок больше сегодня одел. Но все равно мне в пальцы абсолютно не холодно. В 25-евровых ботинках из Альди. А велоботинки за 100 евро. В них зимние, в них пальцы отваливаются. Это надувательство. Это развод. Фердамте шайса. Короче, я понял, то никакие не зимние. Надо вот что-то в виде вроде вот этих, только с шипами. И тогда они будут зимние. А те скорее осенние, против дождя и ветра. Хотя, блядь, против ветра. Что против ветра? В них еще холоднее, когда ветер. Все, еду обратно. Солнце зашло. Я успел хапануть витаминчика D. Зарядиться. На рабочую неделю можно с чистой совестью завтра вставать в 3:30 утра и работать всю неделю. У-ху-ху. 3 дня я откатал. Пятницу, субботу и сегодня воскресенье. Почти каждый день по полтиннику. 150 километров наездил. Красота. Выяснил, что на моутбайке намного комфортнее, хоть и не так быстро. Хотя, блин, что значит быстро? Там просто на пару километров. Вот сейчас мне интересно, какая будет средняя скорость. Там, наверное, если не напрягаться, а ехать просто, вот просто, то это будет 1-1,5 километра быстрее. Все. Вот это вот вся пресловутая намного быстрее. Пресловутая намного быстрее. Это какой-то километр средний в час быстрее. Вот и все быстрее.
Зато на этом охренеть как комфортно. Потому что не Кайф. просто только спортивная, а в ней можно ездить просто вот когда осенью, весной, когда уже полноценная куртка не нужна. Что скажешь? Ну не под дождем, как бы не под дождем не проедешь. Карман? Нет. Ну и не надо. Все, это была распаковка, оставлю себе вот эту красненькую, серенькую, отправлю обратно. Это была вело распаковка.